Кто такой Аттар? Это не просто имя, а символ вечного поиска, мост между материальным миром и безграничной сферой духовного бытия. Вы знали, что в одном древнем городе жил человек, который умел превращать страх в поэзию, а смерть в путь к вечности? Сегодня мы погрузимся в жизнь шейха Фарид ад-Дина Аттара так глубоко, что даже монгольские всадники позавидовали бы нашей смелости. Что общего между аптекой, зеркалом и 30 птицами? Ответ кроется в судьбе человека, родившегося в городе Нишапур в 1145 году. Его имя Абу Хамид Мухаммад ибн Абу Бакр Ибрахим, но мир запомнил его как Аттара, исцеляющего души. Аттар стал великим поэтом и мистиком, чьи строки до сих пор озаряют умы искателей истины. Его жизнь – это путь, полный противоречий, борьбы с бренностью, путешествий в поисках внутреннего света и одновременно свидетельство силы пера, способного преобразовать судьбы целых народов. Родившийся в Нишапуре в одном из самых известных культурных центров Хорасана около 1145 года, Аттар вырос в семье аптекаря. С ранних лет он впитывал знания о травах, лекарствах и, что немаловажно, о тайнах души, передаваемых в устной традиции суфиев. Воспитание, подаренное ему отцом, пробудило в нем не только интерес к ремеслу, но и глубокое стремление к пониманию скрытых истин. Это двойственная природа, умение сочетать материальное мастерство с духовной интуицией, стало ключом к его величайшему дару – способности исцелять сердце, словно настоящий фармацевт душ. Судьбоносный момент произошел, когда в его процветающую аптеку вошел странствующий дервиш. Его слова, полные печали и мудрости, потрясли молодого Аттара до глубины души. Он осознал, что истинное богатство не измеряется золотой купюрой или запасами целебных снадобий, а заключено в умении постичь смысл божественного и преобразить свою душу. Именно после этого судьбоносного разговора Аттар оставил свою аптеку, отказался от материальных благ и отправился в долгое и трудное путешествие по землям Востока. Путешествуя через Багдад, Басру, Куфу, Мекку, Медину, Дамаск, Хорезм, Туркестан и даже достигнув Индии, он искал мудрость великих суфиев, впитывал их учения и впоследствии превращал их в свои произведения. В каждом новом городе он находил для себя не только наставников, но и духовных детей, учеников, для которых его слово становилось проводником на пути к божественному единству. Его опыт, собранный в этих странствиях, нашел отражение в таких шедеврах, как «Конференция птиц», произведении, где каждая птица символизирует искателя, а их тернистый путь к легендарному Симургу становится аллегорией духовного преображения. Здесь, подобно тому, как Омар Хайям, великий поэт и математик, через свои рубаи размышлял о бренности жизни, Аттар через образы птиц учил тому, что истинное освобождение возможно лишь через внутреннее очищение и познание. Не стоит забывать и о прозаическом сборнике «Таскират ал-Аулия», в котором Аттар, называемый фармацевтом сердец, собрал жизнеописания святых. В этом произведении он не только фиксировал истории великих суфиев, но и создавал образ духовного идеала, оставляя после себя наследие, которое и сегодня является ценнейшим источником знаний о суфийском пути. Однако жизнь Аттара не была только возвышенной и светлой. В один судьбоносный день, когда в Нишапуре разразилось монгольское нашествие, его путь оборвался трагически. 1220 года, когда город был безжалостно разрушен, Аттар пал в жестокой резне, отказавшись от компромиссов перед лицом неумолимой судьбы. Легенды гласят, что во время пленения ему предложили выбор – отречься от веры или умереть, и он выбрал меч, ибо для него душевная истина была ценнее любых материальных благ. Говорят, что из его раны вместо крови текла розовая вода, символ того, что истинная красота и свет заключены в каждом искреннем сердце. Наследие Аттара живет не только в его произведениях, но и в сердцах тех, кто последовал его учению. Его строки вдохновили таких великих поэтов, как Руми, который однажды сказал, что Аттар был духом, а Руми лишь продолжателем его пути.
Влияние его учения ощущается и в трудах Омара Хайяма, чей взгляд на мимолетность жизни и философия гносиса находят отклик в глубоких переживаниях Аттара. Вместе они создали неповторимый образ персидской поэзии, объединяющий мудрость древних и стремление к вечному. Интересен и тот факт, что не только его духовная жизнь оставила след в истории, но и его практический опыт. Помимо того, что Аттар умел лечить тела, он лечил души, помогая людям увидеть за обыденностью мир истинных ценностей. Его участие в торговле, книгоиздании и даже в издании трактатов свидетельствует о том, что он не отвергал мир, а искал в нем отражение божественного, находя гармонию между земным и небесным. Почему 30 птиц – это мы? В поэме «Мантик ат-Тайр», написано около 1188 года, Аттар раскрыл тайну. Симург – не мифический царь, а отражение 30 птиц. На фарси Симург – 30 птиц. 7 долин – это 7 этапов трансформации сознания. Современные ученые сравнивают их с изменениями в мозге во время медитации. В рукописи XV века из Лондона Симург изображен как зеркало, покрытое арабской вязью. Эта деталь исчезла в большинстве переводов. Почему суфии боялись его строк? В 1215 году Аттара обвинили в ереси за фразу «Бог ближе, чем твоя грудная кость». Он сжег часть рукописей, но тайно передал их ученикам. Сенсация 21 века. Исследовательница Лейла Таджик доказала, что некоторые газели из его сборника принадлежат Раби Нишапури, женщине-суфийке, чье имя вычеркнули из летописей. Ее стихи обнаружили в 2020 году в архивах Тегерана. Сегодня мавзолей, воздвигнутый в XVI веке и реконструированный во времена правления Реза Шаха, является памятником его великому духу. Это место, где паломники со всего мира приходят почтить память того, кто оставил неизгладимый след в истории суфизма и мировой литературы. Аттар – это пример того, как можно, не отвергая материальное, достигнуть высших духовных высот. Его жизнь и творчество напоминают нам, что каждая душа несет в себе сокровище, подобное океану, в котором даже малейшая капля способна озарить тьму. Его учение о том, что истинная сила кроется не в накоплении богатств, а в стремлении к единству с Божественным, остается актуальным и сегодня, во времена глобальных перемен и духовных кризисов. Почему это важно сегодня? Потому что в мире, где алгоритмы пишут за нас мысли, Аттар напоминает: сорви маску с лица и увидишь, что под ней сияет солнце, которое ты носишь в груди. Наш канал – ваш проводник в эти миры. Мы не просто рассказываем истории, мы роем колодцы в песках времени, чтобы вы могли напиться мудрости, которой нет в Ютубе. Поддержите нас, и вместе мы расшифруем стихи Раби Нишапури, спрятанные в тени веков. Отправимся в Нишапур будущего, где на руинах аптеки Аттара растут цифровые розы. Нажмите подписаться, и пусть каждый ваш лайк станет крылом для новых открытий. Ведь, как говорил Аттар, даже если ты один, ты оркестр. Даже если тихо, твой голос услышат звезды.